Тёма, что, проконсультируете? Мне надо в девятку, чтобы качало. Есть что-нибудь? Короче, расскажу я вам историю про Витю Морса. Погоняло у него, знаете, какое? Повелитель ветра. Или бог ветра. Или какое там у него погоняло, Тёма, ты не помнишь? Всем привет из обновленного магазина Loud Sound. Я вам обещал снять обзор магазина, вместе с ним и историю магазина, как он создавался, как он трансформировался и превратился в то, что вы видите теперь. Но не приехал сегодня Артем Лымарь, сегодня со мной другой Артем, и поэтому мы сегодня снимем вам подборочку аудиосистемы. Сегодня мы снимем такую жесткую аудиосистему за 150 тысяч, с которой уже можно и на соревки прокатиться, и покататься по ночному городу, покайфовать, но только не там, где живут люди. Катайтесь только в промзонах или вот в Ростове у нас левый берег отлично сделали, можно теперь покататься и не мешать никому, и ровные прямые дороги. Преобразился магазин, как вы можете сами видеть, очень и очень здорово. И, наверное, это единственный магазин такого уровня сейчас в России, возможно, и в мире, продающий автозвук. Автозвук нужно двигать уже на новый уровень. Это не должны быть просто рыночные ларьки или просто какие-то стихийно созданные магазины на складах. Автозвук заслуживает того, чтобы уже выглядеть вот так. Интересно, а люди знают, что у тебя фамилия Сорока? Как я посадочник называет? Артем на минималках? Магазин автозвука, теперь не только автозвука, можно купить чехлы на телефон Loud Sound брендированные. Можно купить различные портмоне, обложки для документов, все из кожи, замши, алькантары. И также у нас здесь есть. А что это все показывают, а в обзоре магазина будет, да, Тём? Давай собирать аудиосистему мощную. Я говорю, мы всех задолбали уже этими бюджетными аудиосистемами. Сыграешь на гитаре? Видел нового басика в синей ушанке? Это типа кто? Привет! Не, ну вы видите, что происходит. Это ребята с маками трахаются. Нравится вам Apple техника, Тёма? Красивая, да? Когда смотришь. Когда на нее смотришь. А когда на ней работаешь, так себе техника. Тёма, это неудачный ракурс. Как так снимать? Теперь другое дело. Система у нас вся здесь на листике распечатана, накладная. Я ее прикладываю, как всегда, в конце видео. Плюс все компоненты будут в описании под видео и также ВКонтакте vk.com/loud2012 в фотографиях либо в одном из последних постов будет список нашей сегодняшней подборки. Не обязательно покупать абсолютно все компоненты по этой подборке, что-то можно заменить, что-то можно поставить более мощное, дорогое, что-то можно удешевить. Палево-мафон уже стоит. Магнитола, извините, меня поправляют часто. Магнитофон, это типа магнитная лента, это давно уже не так. Это магнитола, которая открывает нашу сегодняшнюю подборку. 510-й Пионер, он же бывший 580-й. Изменился в основном внешний вид, также появилась поддержка пионеровского приложения SmartSync. Сейчас вот это, я бы так сказал, флагманская из недорогих моделей. Стоит эта магнитола 9000 рублей, ну чуть дешевле. И я вам сразу хочу сказать, что все цены, которые мы здесь в этой накладной показываем, это обычные цены без скидки при заказе такой системы. На такую сумму и в сборе всей системы, естественно, будет скидка и очень хорошая. Хорошую же дадим скидку. Поэтому не спешите троллить, что вы там в МВидео там, или в DNS дешевле. Поверьте мне, ребята, если вы хотите поставить автозвук в машину, а не просто, чтобы вам на уши навешали, продали его, и вы понятия не имеете, что с ним дальше делать и куда это нести, если это сгорит, у нас вы можете собрать полностью аудиосистему с консультацией и с нормальными ценниками. Дверные карты. Аудиосистема у нас сегодня непростая, и поэтому у нас будут спарки, спарк от твиттеров, спарка мидбасов, а вот среднечастотники, как я всегда рекомендовал, ставьте их меньше по количеству, чем мидбасов и чем твиттеров. Среднечастотник — это самая громкая часть аудиосистемы. Проще всего воспроизводить вот среднечастотный звук. Если мы возьмем твиттеры, то их легко спалить при избыточной мощности. Если мы возьмем мидбасы, их очень сложно в предоставленном нам объеме нормально раскачать. И вообще на 2 мидбаса обычно хватает одного среднечастотника. Если вы хотите максимально громко, чтобы вас слышали в другом районе, не нужно вам вот это все, что мы советуем. Ставьте побольше середины, будет вам счастье. Мы сейчас собираем громкую и вместе с тем качественную аудиосистему, поэтому правильнее ее всегда компоновать так.
2 мидбаса, 1 среднечастотник и 2 твиттера, либо один, если это какой-то очень мощный твиттер. Например, BNC итальянский DE35, который я по-прежнему считаю одним из лучших твиттеров на рынке, возможно, даже лучшим. Он бы, в принципе, справился с такой дверью и один. Но это бюджет уже 15 тысяч. Немного удешевили и поставили 2 твиттера. 2 Т-34 наших излюбленных, они же стоят у нас в тренажке. На них есть ремнаборы. И стоит одна пара Т-34 в 2 раза дешевле, чем одна пара BNC DE35. По 4000 рублей за пару, 8000 у нас получаются 2 пары 34. Следующая спарка — это мидбас. Выбрали мы в эту подборку сегодня MW80 от DevBones. И 2 пары мидбасов этих. Одна пара стоит у нас 4200, 2 получается 8400. Ничего криминального в весе вот именно этих мидбасов нет, как и этих твиттеров. Такие двери, какие у нас сегодня в подборке, они не нуждаются в дополнительной варке петель, если у вас более-менее живой автомобиль. Если это, конечно, какой-нибудь погибающий, гниющий автомобиль с отваливающимися дверьми, я бы, наверное, не рисковал ставить 2 пары таких мидбасов, учитывая, какие у нас будут среднечастотники. Среднечастотники у нас сегодня LS65, самые громкие при самом лучшем качестве, наверное, с одним из самых больших и тяжелых магнитных систем, поэтому я и заговорил о весе двери. На самом деле может ваша дверь поднапрячься от этого, но, как я уже сказал, если никакого криминала нет, если она у вас не гнилая, не провисающая, то все это будет, в принципе, нормально держаться. Снизили мы цену в сезон на эти среднечастотники, стоили они порядка 8000, сейчас они стоят 6800. Есть 2 варианта этих среднечастотников, с моей росписью часто просят и без. В кадре у нас появляется нечто длинное, мощное и, прямо скажем, не самое дешевое. 25 тысяч стоит усилитель, 4-канальник АБ-класс. Очень люблю АБ-классы. Д-классы выместили их, потому что они с лучшим КПД, они меньше, они дешевле даже, да, в большинстве случаев. АБ-класс всегда будет играть лучше, но он при этом будет больше, он при этом будет сильнее греться, он при этом будет капризнее к низкоому. И очень сложно найти АБ-класс, который бы удовлетворял и по мощности, и по стабильности, и по цене, опять же. Вот это один из тех немногих АБ-классов, который может, в принципе, раскачать вот такой фронт. Попробуйте насладиться качественным и громким звуком. Именно так я задумывал Loud Sound, именно в этом была идея — качественный и громкий звук. Потому что не очень сложно сделать громкость. И даже, я не побоюсь этого слова, не так сложно сделать качество. Сейчас эскюшники, да, перевозбудятся. Сложно. На соревновательном уровне или на уровне аудиофилии сложно добиться качества. Но когда вы добились качества в аудиосистеме, попробуйте просто поднять громкость. Если это качество пропадает, у нас появляется клип на динамиках, у нас появляется искажение, риск спалить твиттеры, у нас бас начинает захлебываться. В этом я и видел самый главный челлендж, когда возникла идея вот создания Loud Sound. Это самое сложное, на мой взгляд, сделать громкое качество. Повторюсь, стоит он 25 тысяч, и в этой аудиосистеме он у нас будет питать среднечастотники и мидбасы. Для твиттеров же мы выбрали, угадайте что? Урал. АК 47. Не 47, не 74. 2.120. На 2 пары Т-34 твиттеров он у нас отлично пойдет. Также АБ-класс, и для твиттеров останется хороший запас мощности. С одной стороны, это хорошо. Чем у нас больше запаса мощности, тем больше качества мы можем вытащить. То есть усилитель, не напрягаясь, будет давать нам управление, которое мы хотим. С другой стороны, если без мозгов настраивать такую аудиосистему, у вас будет больше шансов спалить твиттеры. 5300 стоит этот усилитель. И опять же, уточняйте, возможно, есть у нас какие-то акции сейчас в магазине, в интернет-магазине. И также общайтесь с консультантами. При хороших подборках можно, в принципе, попросить скидку на те товары, на которые это не запрещает делать производитель. И переходим к сабовому звену. Питать сабовое звено у нас будет усилитель Аватар 3500, проверенный уже в бою, в боях и повседневах. Небольшой, добротный, мощный, с неплохим КПД, относительно недорогой. Стоит он 26 тысяч. 25 999, 990. Вот придумали с этими 90-ми, да? И, собственно, рассказывать про моноблок больше нечего. Моноблок — это такая вещь, да, Тём, которая
которая должна работать. Вот от него больше всего нужно, чтобы он был стабильный, чтобы он работал в низковом, чтобы он мало жрал и много отдавал при этом, ну и был в плане схемотехники ремонтопригодным. Этот усилитель в этом плане при всем рекомендуется на наше сегодняшнее сабовое звено с небольшой оговоркой, и о ней я скажу чуть позже. Сабвуфер Edge двенашка EDS 12D2. Нужно длиннее название, да? По-моему, слишком запоминающееся. Извините, два сабвуфера Edge EDS 12D2 E7. Почему два? Потому что у нас сегодня серьезная подборка. От одной двенашки получить баса много. Такой подборки не получится в такого типа. Две пятнашки влезут не всем. Одна пятнашка, опять же, будет слабее двух двенашек, поэтому я вот считал и до сих пор считаю в повседнев, седан особенно если, две двенашки это оптимальный вариант. Можете и низко настроить ящик, послушать низа и пострелять, то есть сабы меньшая площадь диффузора, меньший вес подвижной системы, они быстрые, можно использовать на верхах, можно использовать на низах. Сабвуфер отличает хорошая высота намотки, хороший ход. Играть эти сабы будут все, если руки не кривые. Опять же, не надо ждать от связки из двух 12-х сабвуферов такого же КПД, как от стены или от бандпаса. Очень многие увидят хейр-трики с девочками и думают, что в принципе при меньшем бюджете смогут в седане у себя с двух двенашек сделать то же самое. Не без исключений бывают и седаны на двух двенашках очень ветреные, но судьбу не обманешь. Нужна большая площадь, большое оформление и большой ящик, сука! Ух, нихуя себе! Слышь, я думал, взорвалось что-то. Он такой большой, Тёма. А этот усилитель со скидкой, да, вроде продается? Царапины на корпусе. Меня видно, Тём? Да, видно. Короче, ребята, это вот ваш багажник. Итак, 6500 фанерный короб на трубе. Под две двенашки, опять же, цены на короба варьируются. Во-первых, в больших сборках, во-вторых, просто когда вы сабовое звено все заказываете в сборе, сабвуфер с коробом, его цена может быть гораздо ниже. Стоит один такой сабвуфер 13 тысяч, пара, соответственно, будет стоить 26. Сабвуферы у нас D2, это значит мы можем подключить пару таких либо в 0,5 Ом, либо в 2 Ома. И вот это та оговорка, о которой я говорил раньше. Питание, которое мы подобрали сегодня, в принципе, удовлетворит эту аудиосистему, если сабвуферы будут подключены в 2 Ома. Если мы подключим их в 0,5 Ом, конечно, 3500 у нас потащит очень немало, и аккумулятор Excite EM1000, который мы сегодня выбрали, очень у меня теплые чувства к этому аккумулятору. Один из первых доступных АГМов в Ростове, которые появились. Мы их тогда очень много продавали, очень мало было аналогов. Супер надежный аккумулятор, супер быстрой токоотдачей, но не с самой большой емкостью. И вот здесь у нас проблема. Если мы подключим в 0,5 этот усилитель, у нас отдача будет у этого аккумулятора отличная, но недолгая. На выстрел пойдет, на повседнев не очень. Лучше добавлять еще один такой назад, подкреплять спереди аккумулятором. В любом случае, этот аккумулятор мы выбрали под опорным, дополнительным, то есть в багажник. Решили не травмировать вашу психику и ваш семейный бюджет, подобрали один аккумулятор. И да, с этим одним аккумулятором в багажнике, допом к вашему подкапотному, эта аудиосистема будет работать при подключении сабвуферов в 2 Ома. Захотите в 0,5, питание придется добавлять. Питание в аудиосистеме это самая важная вещь. При недостаточном питании аудиосистема у вас, во-первых, не раскроется, во-вторых, у вас будет риск спалить как акустику, так и усилители, и в-третьих, нахрена вам этот геморрой. Дальше у нас питание, и тут не все так просто, как у нас в обычных системах. Для понимания, у нас в этой системе 12 наконечников мы посчитали. 2 из них, наверное, не очень нужны, но мы их посчитали. Это дубляж на генератор. Чтобы вам было проще понять, как мы разведем питание, я вам сейчас это нарисую. Итак, наш штатный подкапотный аккумулятор дублируем плюс-минус на генератор. Здесь нам нужно будет 2 и 2 наконечника. Наконечники у нас вот такие. Я их для примера сюда выложил. Всего их понадобится 12 штук. Дальше мы введем в багажник 2 провода, и они у нас через еще 2 наконечника соединяются с нашим вторым аккумулятором, который у нас, собственно, в подборке. От него же идут на моноблок напрямую, и от него же идут на дистрибутор питания, который у нас будет питать 2 усилителя. 2-канальник на твиттеры и 4-канальник на миды
и среднечастотник. Вроде все Артем правильно посчитал, вроде я все правильно нарисовал. Пишите в комментариях, если я где-то или Артем ошиблись. Но всего нам в этой системе понадобится 12 вот таких наконечников. Вот полтинник, сам полтинник, наш любимый ПУГВ, он же ПВ3, 50 квадратов честной, но не луженой меди. За счет этого, а также за счет дубовой изоляции он у нас очень недорогой и абсолютно теми же свойствами проводимости обладает, что и модные силиконовые оплетки кабели, но кратно дешевле. Его нам на аудиосистему понадобится 16 метров, я рекомендую все-таки еще чуть-чуть запаса сделать, ну вот Артем рассчитал 16 метров. На разводку после дистрибутора на двухканальник, на четырехканальник нам понадобится 4 гейдж кабель, здесь можно взять подороже, погибче. Вот Артем выбрал Pride. Этого кабеля нам понадобится 4 метра, есть разные цвета, то есть можно взять змеиную кожу допом, оформить в черный, в красный, можно взять сразу кабель черный и красный, если не хотите тратиться на змеиную кожу. Также рекомендую, естественно, взять термоусадку. На акустику кабель мы выбрали, как обычно выбираем мачете, гибкий, хороший медный кабель. 20 метров 2,5 квадратов на меды со среднечастотниками и 10 метров полторашки на твитеры. Так, по аксессуарам не буду все расписывать, что, как, чего и сколько стоит. У нас колба, предохранители, 2 клеммы на подкапотный аккумулятор и 2 дистрибутора, собственно, в которые придет со второго аккумулятора у нас провода и разойдутся на наш двухканальник и четырехканальник. Межблочные кабели, они же тюльпаны, они же РЦА, они же сигнальные кабели. Их нам понадобится 3 5-метровых по 2 разъема с каждой стороны. Один, соответственно, пойдет на усилитель на твитеры 2,120, один на моноблок, с этими все просто. И третий через 2 Y кабеля нам нужно будет разветвить на четырехканальник. Ну и самые важные компоненты аудиосистемы, без которых в принципе она играть не сможет, это кружка, чтобы с утра ебнуть кофейку, поехать слушать громко и качественно музычку. Это наклейка такая, наклейка такая. Наклейка дорогая, металлическая, редкая. Обязательно наклейка, если это слишком громко, то ты слишком старый. Чтобы скрыть запах горелых катушек, вам понадобится ароматизатор. Чтобы друзья знали, где вы заказывали музыку, вам понадобится брелок Loud Sound, обязательно с сиськами. Все это вы получаете бесплатно при заказе вот этой аудиосистемы, либо аналогичной на 150 тысяч. И даже не на 150 тысяч, а дешевле, да? В принципе, это все обсуждаемо. Самая важная часть любой аудиосистемы, если у вас вдруг ее еще нет, это басик. Вы получаете его в подарок при заказе этой аудиосистемы. Ты чё, охуел что ли? Опять даришь меня, да? Я что, тебе веришь, блядь? У вас вообще что в голове творится? Я не понимаю, меня вообще разработали изначально, чтобы девочкам там дарить. А тут, наоборот, девочки пацанам дарят. В магазине автозвука котов продают, совсем ебались уже. Надеюсь, подборка вам понравилась. Пишите обязательно ваши вопросы в комментариях. Пишите, чтобы вы изменили в этой подборке. Если вы хотите заказать, перед этим получить консультацию, обращайтесь в vk.com/loud2012, либо к консультанту, к онлайн-консультанту у нас на сайте, либо пишите нам на электронную почту. Все контакты, собственно, указаны в нашем интернет-магазине loudsound.ru. Подписывайтесь на наш инстаграм официальный. Наконец у нас спустя много лет появился официальный инстаграм. Был только мой, Александр Винников, можете и на меня подписаться, но сейчас мы о всех наших акциях, о всех наших новостях уведомляем через инстаграм Loud Sound Official. Вот он, обязательно на него подпишитесь, чтобы не пропустить новинки, акции или просто интересную и полезную информацию. Все, это канал Loud Sound, обязательно подписывайтесь, если еще не подписаны, обязательно ставьте лайки, для нас это лучшая благодарность, пишите ваши комментарии, вашу конструктивную критику, только делайте это, я вас очень прошу, вежливо, и всем пока, живите громко. Короче, расскажу я вам историю про Витю Морса. Погоняло у него, знаете, какое? Повелитель ветра. Или бог ветра. Или какое там у него погоняло, Тёма, ты не помнишь? Короче, Витя собрал себе кадиллак розовый. Как утверждает сам Витя Красный. Но очевидцы знают, что он розовый, и поехал сразу кошмарить автобусы. В надежде услышать заветные слова: «О, это едет Витя, бог ветра!» Однако, судя по выражению лиц людей в автобусе, а также, судя по нецензурной брани некоторых водителей автобусов, был назван не богом ветра, а
а просто долбоебом, потому что нельзя подъезжать в час пик к автобусам и кошмарить их басухой. Ну, вернее, можно, но лучше не надо. Витя таким образом подставляет все автозвуковое движение, выставляя нас перед людьми долбоебами, ну, а перед властями кем-то, кому можно еще что-нибудь запретить. Вам что, мало, блядь, запретили, а? Тонировку нельзя, конструктивные изменения нельзя. Вы что хотите, чтобы это все еще теперь и соблюдать начали? Ребят, если серьезно, ну, я вот, не знаю, уже полжизни положил на то, чтобы показать вот это хобби как нечто красивое, вот, красивую сторону этого. Понятно, что для людей далеких от этого, вот эти звенящие, как им кажется, ведра там с трясущимися стеклами и бамперами, это кажется верхом долбоебизма. И людям надо показывать другое, красивые, хорошие, стильные тачки, чистенькую, правильную музычку, как нечто прекрасное, красивое, от чего можно получить удовольствие, а не охуевшие взгляды из окон автобусов. И вы понимаете, да, чем это грозит? Одни люди будут думать, что автозвук это долбоебизм, а другие люди могут что-нибудь нам и подзапретить в ближайшем будущем. И по пизде пойдет и все ваше хобби, и весь ваш спорт, и весь ваш бизнес. Ну, кошмарить тоже надо, мне кажется. Но надо это делать более культурно как-нибудь. Не надо людей, правда, в автобусах, они едут, думают вообще о другом, а тут они слышат, что они слышат, ты же понимаешь, они не музыку слышат, они слышат и что-то дребезжит у них в салоне, они не понимают, что это. Поэтому еще раз. Витя, хватит валить музыку в пробках, блядь. Если вы хотите дополнительные вопросы задать по этому усилителю, если, например, вот сабвуферы, которые мы сейчас вам покажем, вы выберете... Тёма поняли, почему ушел из Loud Sound. Ему ремонт не нравился, смотрите.